Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. На следующий день после маникюра все в заусенцах, не получается единый срез, не переживайте. В этом видео я расскажу все секреты единого среза кутикулы при помощи ножничек. Предлагаю посмотреть на ногти моей модели. Им 8 недель. Она проходила с ними 2 месяца. У нее не было возможности прийти раньше. Думаю, по известным всем причинам. На ней я снимала видео про идеальные блики. Давайте посмотрим, как эти ногти проносились, выполним на них коррекцию и сделаем дизайн. Модель продолжительное время ходит с длинными ногтями, и поэтому можно увидеть, что гипонихий под ногтевой пластиной сильно разрастается. Это такая кожа, которая является продолжением ногтевого ложа. Быстро выполняю снятие гель-лака при помощи твердосплавной фрезы и убираю все воздушные пустоты, отслойки, которые образовались за такой долгий период носки. Для того, чтобы срез ножничками получился единым, ровным, мы должны хорошо раскрыть подкутикульный карман, вычистить полностью птеригий. И тогда неважно, каким инструментом вы будете работать, щипчиками или ножничками, у вас все получится с легкостью в едином срезе. Подравниваю поверхность при помощи пилки с мягким абразивом 240 грит. В том числе прохожусь и по ногтевой пластине для приподнятия чешуек ногтя. Перед насадкой раскрываю проксимальную складку при помощи пушера, счищаю по сухому птеригий. Чем лучше вы отделите кутикулу, приподнимете ее, тем проще вам будет выполнить срез единой полосочкой. Для зачищения птеригия и приподнятия кутикулы буду использовать алмазную фрезу «Пламя» диаметр 0,23. Так как ногти у меня не очень арочные, боковые валики невысокие, поэтому я взяла фрезу с диаметром 0,23. Сразу на всех ногтях прочищаю левую сторону кутикулы в положении форвард на скорости 15-17 тысяч оборотов. После этого переключаю направление вращения, реверс, и обрабатываю правую часть кутикулы. Тщательно прорабатываю каждый миллиметр под кутикулой, постоянно натягиваю большим пальцем и смотрю, не осталось ли частичек птеригия. Только в таком случае срез получится единым. Шлифую боковые валики, убираю сухую кожу на них. Если они розовые, значит можно остановиться. Если кожа сухая, полупрозрачная, белого оттенка, можно еще их пошлифовать. Обычно форму придаю после маникюра, так как кутикула на разных ногтях может отличаться по ширине. Форму делаем также миндаль. Сначала убираю длину, затем длинными покачивающимися движениями с одной стороны опиливаю форму и с другой. Срез буду выполнять при помощи ножничек. У меня есть ножнички с колечками от марки Stalex, а также ножницы-твизеры. Они работают по принципу пинцета. Здесь каждый выбирает тот инструмент, который удобен ему. Я даю свое предпочтение твизерам, хотя и обычными ножничками с колечками умею работать. Показываю, как их правильно держать. Вам нужно большой палец поместить в верхнее колечко, в нижнее кольцо поместить безымянный палец, средний придерживает ножнички, указательный ставлю на заклепку. Это правильное положение ножничек. Неверным будет, если вы возьмете их вот так. Посмотрите на мой сустав, он сильно изгибается. И если я клиенту в таком положении буду срезать кутикулу, мои запястья очень быстро устанут и будет скорость маникюра теряться. Полотна у меня являются продолжением кисти руки. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Наши ногти готовы к срезу. Кутикула у модели тонкая, поэтому нужно быть предельно осторожным. При срезе работает 2-3 мм ножниц. Не самые кончики, так как они будут образовывать заусенцы.
Ножницы не стоит раскрывать на полную, их достаточно раскрыть на несколько миллиметров. Наша задача идти в едином срезе, то есть заходить в каждый предыдущий шаг. Я начинаю свой срез, завожу нижнее полотно под кутикулу, прячу его под кутикулой, закрываю ножницы. Вот наш первый срез, и наша задача следующим вторым срезом зайти точно в него, попасть. Ножницы при этом стоят перпендикулярно ногтевой пластине, не заваливаются на клиента, чтобы его не порезать, и наоборот не заваливаются на ногтевую пластину, иначе ничего не срежется. По мере среза проворачиваю руку клиента навстречу. Дальше мне неудобно поворачивать, я кладу пальчик на бок, натягиваю кутикулу, вхожу в срез. Когда его завершаю, мои лезвия смотрят наверх. Раз, и колбаска закончилась. Мы выполнили срез, как некоторые мастера говорят, единой колбаской. За счет этого все заусенцы остались у нас на полосочке кожи, кутикулы, а кутикула у клиента ровная, без заусенцев. После основного среза мы можем доработать лежа ножничками некоторые заусенцы, но важно срезать совсем немного кожи, филировочными движениями. Твизеры работают по тому же принципу, но немного отличается захват. 4 пальца ставятся снизу и большой сверху на ребристую часть. Если перевернуть руку, держать твизер в таком положении, сустав также начинает изгибаться, и ваши руки очень быстро устанут. Точно так же завожу нижнее лезвие под кутикулу. Здесь, в отличие от маникюрных ножниц с колечками, мне не нужно раскрывать ножницы, они сами раскрываются. Выполняю срез по 2-3 мм. Если выполнять очень большими шажками, то это будет видно. Кутикула будет не ровная, а с зазубринами. Поворачиваю руку клиента на бок, натягиваю кутикулу клиента и продолжаю срез. Как правило, если мастер хочет перейти с щипчиков на ножнички, то с твизерами это намного проще. И завершаем срез, повернув лезвие наверх. Дорабатываю мелкие заусенцы, прикладываю плоскостью ножниц полотна кожи и постепенно их закрываю. Теперь в ускоренном варианте выполню срез на безымянном и мизинце. Если вы чувствуете, что где-то ножнички стопорятся, застревают, не проходят дальше, это говорит о том, что вы недостаточно приподняли кутикулу и один из кусочков кожи еще налипший на ноготь. Остановитесь, возьмите снова аппарат, доработайте и потом продолжите срез. Во время среза мой локоть приподнимается. Палец клиента поворачиваю навстречу. Дальше мне неудобно. Я кладу руку клиента чуть-чуть на бочок и завершаю срез. Обычно срез кутикулы на всех ногтях занимает не более 5-7 минут. Бывает следующая ситуация, при которой после среза вам что-то не нравится, вы увидели часть птриги. Можно взять насадку, которой вы до этого работали, на небольших оборотах доработать кожу. Вот, например, здесь я заметила маленький заусенец. Когда дорабатываю заусенцы, смотрю на реакцию клиента. Закрываю полотна до середины. Если все в порядке, клиенту не больно, закрываю ножнички до конца. Если все-таки после среза у вас остаются мелкие заусенцы, вы их можете доработать на низких оборотах алмазной насадкой. Как видите, срез кутикулы это несложно, если ее хорошо раскрыть. Этап маникюра завершен, и мы можем приступить к покрытию и к дизайну. Наношу необходимые препараты для улучшения адгезии, дегидратор и бескислотный праймер. Выполню выравнивание ногтевой пластины камуфлирующей базой. Для улучшения цепки под нее я нанесу тонкий слой из прозрачной базы. Камуфлирующую базу наношу с выравниванием ногтевой пластины. Ставлю каплю на наивысшую точку на апекс, разравниваю материал по бокам. Мелкие пузырики в покрытии лопаю при помощи кисточки
или же их убираю. Дизайн у меня будет на камуфляже, поэтому нельзя допускать пузыриков. А так, если бы я покрывала плотным цветом, можно было и оставить небольшие пузыри. Переворачиваю руку для того, чтобы материал разровнялся. Перед постановкой в лампу убеждаюсь, что блик ровный, и отправляем в лампу на просушку на 1 минуту. Для выравнивания я выбрала камуфлирующую базу, более жесткую по своей структуре, так как ногти у моей модели длинные. Если бы я выбрала пластичную базу, при отрастании в зоне свободного края мы смогли бы увидеть усадку, то есть гель-лак бы просел, появились бугристости и неровности. Закончили с выравниванием и выполним дизайн. На палитру выкладываю несколько оттенков ярких неоновых цветов, смешиваю нужные мне оттенки и на ногтях рисую при помощи тонкой длинной кисти полоски. Набираю материал, сначала просто провожу линию, обозначаю, где она у меня будет, и затем начинаю ее расширять. Хорошо прокрашиваю кутикулу, чтобы было ровно. Линия должна быть четкой. Можете отвернуть руку от себя, посмотреть на симметричность. Нахожу центр кутикулы, центр свободного края и соединяю. Кистью проглаживаю. И так далее, продолжаю рисовать полоски на остальных ногтях другими цветами. Линия шириной приблизительно 1,5 мм. На кончике прорисуйте, чтобы она была не оборванная, а с четкими границами. Если вышли за границы, можете потереть плоской кистью или силиконовой. Под кутикулой тоже должна быть ровная граница, чтобы при отрастании смотрелось все симпатично. Далее мы выполним стемпинг. У меня пластина от марки On IQ Flora, а также лак специальный для стемпинга. Убираю дисперсионный слой с полосочек. Наношу полоску лака на планируемый рисунок. 2 движениями скрапером убираю излишки. Переношу рисунок на штамп. Отпечатываю стемпинг. Лак с пластины удаляю срезом для снятия лака. Если вы будете пользоваться обычным обезжиривателем, лак будет оставаться в гравировке и рисунок не будет получаться полностью пропечатанным. Для очищения штампа я использую липкий ролик для очистки одежды. Можете использовать скотч. Наш дизайн перекрываем матовым топом. Если переживаете, что стемпинг может сколоться, дать трещины, вы можете перекрыть сначала топом с липким слоем, а потом матовым. Топ с липким слоем более пластичный, и вероятность скола стемпинга снижается. Снимаю липкий слой с матового топа. Интересный дизайн, он и простой, и в то же время интересно смотрится, и нотки яркости в нем есть. Ну, в общем, я и моя модель остались в полном восторге. Вот наш результат. Применяйте данные секреты, чтобы ваш маникюр всегда был чистым и без заусенцев. Ставьте пальчик вверх, если информация была полезной. Подписывайтесь на канал. Всем успехов! Пока-пока!